Привет всем хорошим людям, добро пожаловать на канал Custom Truck. Позади меня Т-74, мы ездили в болото. Если вы не смотрели предыдущую серию, обязательно по ссылке проходите, посмотрите. У нас возникла проблема с гусеницей. В этой серии я планирую разобраться, в чем же причина. Нам нужно восстанавливать потихоньку ходовую, чтобы трактор смог передвигаться. И все-таки нужно Белладонне доказать, что эта техника способна на многое. Сразу же спешу вас поблагодарить за поддержку на Бусти. Если у вас есть желание поддержать наш канал, то проходите по ссылке в описании и поддерживайте. Ну, вам я желаю наиприятнейшего просмотра. Мы начинаем работать. Присаживайтесь поудобнее и погнали. Разъединяем гусеницу, проворачиваем палец на 180 градусов, все как вы меня учили в комментариях, и выбиваем. Когда мы в болоте тогда выбивали пальцы, просто мы забыли газовый ключ, а идти за ним было очень далеко и не хотелось. Вот такая у нас выработка во всех пальцах. Пальцы будем менять, естественно. Что это за камера? Здесь у нас болтаночка не особо большая, но есть. Я знаю, что у нас вот здесь выработка. У нас каток стоит вот так. У нас натяжитель просто вывалился из направляющей втулки и оказался вот здесь. Интересно. Так, как же нам его оттуда достать? Пойду за ломиком. Пытаюсь нагреть гайку, чтобы раскрутить. Пока этот штифт стоит, пытаюсь раскрутить натяжитель, потому что потом будет не так удобнее. Сейчас вот еще стопорок надо этот как-то вынуть. Здесь вынул втулку. Тоже вот такая конструкция странноватого типа. Типа ходит вот так вот там внутри. На шаре, на полусфере. Все, пусть греется тщательно. К сожалению, у меня нету пропана. Так бы можно было нагреть кислородной горелкой. Тоже приходится греть. Не получается открутить. В общем, все нужно греть. Вот. Сейчас чуть-чуть подразберу и, наверное, возьму мойку, помою все здесь, отмою, поддонкрачу его, чтобы нам проверить состояние ходовой части. Вот эта гайка пошла. Вот это. То есть, как бы теоретически я могу натягивать гусеницу. Вот, но будет ли она работать практически, непонятно. Вот за счет этой пружины. Поэтому, возможно, пока мы оставляем это так. Там потом посмотрим. Выбиваем палец, который держит натяжитель. Угу. Открутился.
Так, следующий этап. Надо снимать этот опорный каток. Потому что то ли он согнут, что он так криво стоит, то ли... В общем, надо разбираться. То ли втулка выработка очень большая, то ли в самом валу выработка. Ну, с осью я проблемы не вижу. Во всяком случае, пока что. Все здесь ровно, все аккуратно. Видимо, все-таки причина здесь в втулках в этих. Вот они, наши втулки. Немного я здесь почистил плоскость. Ну и, в принципе, виден износ вот этой части. Очень явно выраженный. Здесь идет толстый брыш, а здесь прям тонкий. Вот, но выбить, естественно, ее так просто не получится. Решил пока что поддомкратить всю эту часть трактора. Поставил уже домкрат и сейчас начну поднимать, чтобы проверить состояние всех этих катков. В принципе, вот эти вот, нигде ничего не болтается. Еле-еле здесь есть, ну, можно сказать, что ничего не болтается в идеале. Посмотрим состояние наших кареток, как они здесь болтаются, не болтаются. И потом дальше будем принимать решение, что делать. В принципе, втулки эти вроде как можно заказать. Потом уже, если у нас будут запчасти, попытаемся их поменять. Вот, там тоже все очистим, зачистим, помоем. И будем думать, что дальше. Поддонкратил я эту сторону. И смотрите, хочу спросить у вас совета. Вот такая степень болтанки. Вот, то есть смещение в районе, ну, где-то сантиметр. Повлияет ли это на снятие гусянки? Будет ли из-за этого сниматься гусянка? Почему? Потому что я этот трактор не хочу восстанавливать в идеал, чтобы здесь все были новые втулки, новые подшипники. Нам на нем пахать не надо. Вот, и работать куда-то. Наша задача это сделать так, чтобы он не разувался с большего, чтобы эта машина была относительно не разбита все. И впоследствии я планирую просто его покрасить, чтобы он у нас был. Вот такие планы. То есть, ну, и он не планируется куда-то в работу там или еще что-то. И поэтому вот мне кажется, что, допустим, такой люфт, он вполне допустим. Вот, это первый вопрос. То есть, люфт примерно одинаковый. Вот на передней тележке он чуть больше. Но вот на задней, ну, я считаю, мне кажется, это небольшой люфт. То есть, для всего этого механизма. Но вы, друзья, обязательно мне напишите в комментариях. Есть чуть побольше люфт. Видите? Здесь у нас смещение уже где-то 1,5-2 сантиметра. Вот. Вот такая ситуация. По подшипникам все четко. Ничего здесь не болтается. Все отлично. Это на этой каретке. На этой же каретке у нас проблема с подшипником. Вот. Видите? Как бы, я не знаю, может это нормально, может нет. Ну вот остальные все четко, а этот немножко подгулявший. Вот.
Может, здесь просто звездочка сама откручена. Я здесь не знаю, как система эта вся устроена. Ну, фактически, вот такие у нас здесь люфты. В этой каретке, я думаю, точно люфт вполне нормальный. Да, то есть это небольшая проблема. Его даже вот тяжело поймать. Ну, буквально чуть-чуть. А на этой каретке большая проблема с люфтом. Возможно, я разберу вот эту каретку, посмотрю, как там что устроено. Вот, потому что здесь люфт великоватый, конечно. Но еще раз напомню, что нам трактор не нужен для пахоты, для огромного ресурса. Нам нужно, чтобы он не разувался в грязи, чтобы мы могли чуть-чуть покататься на нем, без приключений особо больших. Вот, исходя из этого, нужно мне ваш совет, скажем так. Сейчас хочу разобрать тоже ту сторону, противоположную, пассажирскую, и тоже посмотреть там, как там состояние с каретками, как там что. Вот, это тоже нам необходимо для того, чтобы понимать степень запущенности этого трактора. Вот, по верхним здесь подшипникам, как я уже сказал, все четко. Но единственное, вот здесь только нюансик есть. Но опять-таки помоем все, может быть, раскрутим, и тогда будет понятно, что там и как. Вот, ну а пока что беремся за ту сторону тоже разберем. И нам тогда будет проще принимать решение, что и как дальше делать. Тяжитель здесь тоже, видите, сборная какая-то по футболу. Так, ну что, по подшипнику маленькая болтаночка, но будет, видимо, жопа втулки. Видите, прям здесь дырка есть. Вот если присмотреться. Так. Ну, если честно, вот хочется помыть. Бляха, все это в грязище уже хреновенько. Но помоешь, потом не сможем здесь лазить. Тоже проблема. Думаю, сейчас поддомкрачу. Будет понятна ситуация с каретками. Так и можно будет все это помыть. Здесь каретка почти не болтается. Подшипники хорошо. Каретка-болтанка. Здесь тоже. Здесь нормально. Ну, я думаю, тут 3 миллиметра это вообще ни о чем. Я думаю, нужно все это помыть. Как вы думаете? Наверное, да. Мою, ни с того ни с сего трактор, бах, и об землю. Повезло, что я находился с той стороны, так бы могла возникнуть опасная ситуация. Ну, теперь придется заново все выдонкрачивать, этот тракторок. К сожалению, блин. Но ничего не поделаешь.
Вот так все выглядит после мойки. Теперь сюда не подойти. Завтра приедем, будем выдонкрачивать все это, разбирать дальше нашу ходовку, смотреть и изучать. Все, пока что отправляюсь домой. Себя тоже помыл. Но здесь самое главное, чтобы она не была согнута в плоскости, но вроде бы нам повезло и все здесь нормально. Да. Все отлично. Ну, в общем-то, по сути, огромная выработка в этой втулке. Она даже видно, вот что эллипсом здесь. Вот трещина есть одна, вижу. Возможно, даже ей уже и капут. Нужно как-то подумать, как их правильно вынуть, эти втулочки, либо найти новые. Новые я смотрел, есть только на Авито. У нас в Беларуси я, к сожалению, не смог найти. Но на Авито они есть. То есть, возможно, нужно снять размер, либо попробуем их наварить. Пока не знаю способы их достать. Газа у меня нету, нужно газ, по идее, и газом. С газом она должна бы выйти. Так что продолжаем разбирать ходовую и работаем. Погодка хорошая, все отлично. Большая выработка на валу. Это, конечно, не есть хорошо. Вынимать его здесь, наверное, ого-го. Здесь втулка выработана чуть-чуть. О, а здесь ее вообще нету. Здесь ее вообще нету. Вот так. Да, в этом тракторе выработано все. Ну, я думаю, сейчас попробуем что-то придумать. Попытаемся выбивать, наверное, втулки. Здесь я тоже могу, в принципе, наварить, подзачистить хотя бы немного. Уже будет лучше. Нифига не идет. Ну вот, прорезал ее. Получилось извлечь. По-другому никак. Да, это тоже такая печальная, но ее тоже возможно только вынуть, если разрезать. Как, собственно, и все остальные. Я думаю, другого способа здесь достать эти втулки нету. Пытаюсь вынимать эту ось. Может быть, нам повезет, она выйдет. И тогда, соответственно, мы тоже ее сможем восстановить, и будет уже нам легче.
Гайки я открутил, это просто я уже разрабатываю болты, чтобы они могли вынуться. Вот такие здесь болтяры. Огромные. Передонкрачиваю трактор. Во-первых, чтобы было безопаснее. Во-вторых, чтобы можно было выбить этот палец. Сложного здесь в ремонте ничего нету. Единственное, что требует больших трудозатрат. В одиночку особенно хреновенько этим заниматься. Но не важно, скоро он поедет. Да, Митя, ты поедешь скоро? Поедет. Куда он денется? Чуть-чуть продвинулся и стал, зараза. Вот сюда бы чуть-чуть что-нибудь распереть. Может быть, он легче бы тогда пошел. Ну, сейчас будем что-нибудь изобретать. Ну вот столько пока что выбил. Сидит очень плотно, зараза. Очень плотно. Ну, буду пробовать дальше. Ну, начинаю побеждать я этот палец. Я сделал распорный вот такой винт. Просто 2 гайки, болт. И раздвинул вот эти вот шейки. И после этого только палец пошел. Ну, можно так сказать, нормально пошел. Потому что до этого это просто дичь. Ну, сейчас уже возьму наставку подлиннее и буду бабахать его. Видите, специальная фаска под болт крайний. Вот такая у нас выработка здесь, видите. Неважно, восстановим. Фух. Подзачистил я наш вал. Ну и по сути произвел замеры и вижу такую ситуацию, что у нас выработка здесь очень серьезная. То есть вал наш 72, а здесь он вот с такой выработкой. Видите? По краешку здесь нормуль. И вот так он нормуль. Опа. Видите? То есть идентичные размеры здесь и здесь. Вот, то есть реально у нас выработка идет в одной вот этой плоскости. Вот. Очень-очень большая выработка. Но будем применять пакистанский метод восстановления. Навариваем и обтачиваем. Наш токарный станок этого позволяет мне сделать. Поэтому сейчас серьезные сварочные работы. Наплавим этот вал, потом зажмем в станок и его обработаем, когда остынет. Нифига себе, блин. Процесс это долгий и утомительный. Вот, буду сейчас наплавлять потихоньку. С перерывами. Но работы здесь очень много, очень. Все это дело наплавить. Начинал я с полуавтомата, потом решил, что все-таки жалко мне столько проволоки. Все равно электроды валяются, решил наплавлять электродами. И попался на ютубовскую уловку. Казалось, что все так просто, быстренько сейчас наварю. Но на самом деле уже прошло полчаса. У меня уже провод удлинителя теплый. Нужно останавливаться. Но наплавить смог вот столько. Вот. То есть сейчас
поверну вам еще вот так. Ну, это самый интересный, да, этап. Скидывать шлак в сварке электродом. Кстати, достаточно опасная процедура. Нужно только в очках ее делать. Ну вот, видите, наплавил. Все равно вот здесь просадка еще. Нужно еще плавить. Тут и плавить, блин. На YouTube всегда кажется, все быстренько сейчас сделаю, но на самом деле это не так. Я не в первый раз уже в этом убеждаюсь. Вот очередной случай, скажем так. Спалил уже 10 электродов, может 15, все, вот еще такой только результат. И этого мало. Возможно, все-таки нужно будет переходить опять к полуавтомату, здесь заодно подровнять это все. Вот, и по сути, наверное, будет это правильным решением, а здесь опять наваривать электродом. То есть, ну, в принципе, сначала здесь наварю. Вот, но пока что нужно дать отдохнуть проводу. Солнышко уже садится, 5 вечера. Ну и на вот таком этапе. Колени гудят. Ну, что-то наплавил. Но, если честно, больше совсем не хочется такой ерундой заниматься. Это огромный объем работы и материалов. Не факт, что эффективное использование. Так, все, сварочные работы мы прекращаем. Такое чувство, что опять что-то горит. Сварочные работы мы прекращаем, потому что где-то через часик я уже уеду домой. И нужно обязательно убедиться, чтобы здесь ничего не пыхнуло, как у нас был уже случай. Вот, ну сейчас пойдем еще попробуем там втулок повыбивать. Я думаю, еще позанимаемся. Вот так прорезал, но все равно не идет, зараза. Буду делать второй прорез. Возможно, где-то чуть-чуть не дорезал вот здесь, но в целом вроде бы прорезал. Сделал второй прорез. Здесь, смотрите, она как фольга. Уже вообще втулка почти сношена. Вот такая втулочка. Чтобы выбить вон ту внутреннюю втулку, вторую, буду изготавливать оправку. Оправку по макету вот этой вот оси. Она у нас 50. Вот сейчас пойдем посмотрим, есть ли у нас материал. Ну и выдую, наверное, эту втулку тоже. Нашел вот такой кусочек. Сейчас его отцентрируем. О, идеально, видите, по резцу. Ну, сейчас я его здесь зацентрую тоже, чтобы уже не переживать. Вот, и проточим его. Он 60, нам нужно 50, вот, ну, на такое расстояние. Это оправка, я понимаю, да? Пошли, берем самую большую кувалду и попробуем. Надо еще протачивать. Здесь снимать фаску, чтобы можно было выбивать. Вот она. Видите, какая у нее выработка здесь вот внутри. Посмотрим, если найдем, то купим новую. Если не найдем, эту наварим. Но буду надеяться, что найду. На Авито смотрел. Разные бывают втулки. Вот, и поэтому могут возникнуть нюансы. Сейчас сниму все размеры
И вечером буду лазить в интернете. Еще осталось мне выбить с той стороны втулку одну, и все. На этом будет все. К сожалению, вырубилась батарея, но эту втулку тоже вырезал. Немножко он там накосячил, прорезал посадочная. Ну, фактически все. Здесь внутреннюю втулку не буду доставать. Она, в принципе, там нормальная. Ну и вот две такие втулки нужно купить большие. Одну маленькую. И еще одну втулку нам нужно в каретку. Вон туда, помните, да? Эту каретку я решил не разбирать. Здесь болтанка есть небольшая. Я думаю, для наших условий эксплуатации это будет вполне нормально. И если мы перебьем вот эти все втулки, я считаю, что это будет вполне достойный ремонт, ходовой. И я думаю, результат будет. Все должно быть в порядке. Увидимся завтра. Завтра протачиваем вал, который пойдет на нашу каретку. Ну что, доброе утро, друзья. Заготовка наша остыла, зажал я ее в станок, центром отцентрировал. Там у нас как раз есть такое конусное утолщение, углубление. Вот, и в принципе, по сути, я могу начинать потихоньку грызть. Грызть будет это все дело тяжело. Но будем работать, в любом случае нужно это делать. Ну что ж, пробуем. Это будет очень долгий процесс, поэтому включимся чуть попозже. Вот так у нас происходит процесс. Но что-то мне не нравится, уже начал цепляться здесь, вроде бы. Да, скорее всего. А здесь прям еще он 2 миллиметра. Ну и придется еще донаплавлять, походу, вот в этих местах. Да, ну сейчас будем смотреть. Еще пройду пару проходов и будет понятна ситуация. Так, я уже использовал охлаждающую жидкость. Смешал масло с водой. Это очень тяжело сделать, сами понимаете. Ну, пробую. Так, здесь вот получается у нас большая раковина, да? Сейчас ее нужно донаплавить. Я еще оставил здесь вот где-то миллиметр есть зазора, чтобы когда наплавлю эту часть, мне потом пройти еще один проход. Наварил еще. Вот, и вставляю обратно заготовку нашу. Но, признаюсь вам честно, это нецелесообразно. Такое восстановление, это какой-то, наверное, все-таки бред. Потому что очень большие расходы материала, сварки, времени, что самое главное. Вот, ну и не факт, что это прям настолько необходимо. Все, подпираем. Ну и будем пробовать грызть. Опять заново все это делать. Ну вот, такой результат работы. Вал вроде бы получился все красиво, аккуратно. Кратеры немножко есть, пришлось доваривать еще третий раз. Но в целом результат, я считаю, достойный. Пойдем сейчас его установим и, в принципе, будем ждать запчасти. Решил я не устанавливать здесь уже все. Потому что потом, когда мы вставим втулки, нужно будет вал этот подмерить. Его здесь несложно, 2 болта зажал. Вставляется он легко, поэтому не будем его спешить здесь закреплять. Ну и на этом, друзья, все.
Огромное вам спасибо, что досмотрели эту серию до конца, что были в этой серии с нами. Теперь мы будем ждать запчасти. Возможно, придется обратиться мне даже к помощи наших зрителей, потому что запчасти есть только в России. К сожалению, у нас я ничего вообще не нашел. Вот, поэтому будем ждать втулки, закажем втулки, вставим втулки все, соберем ходовую и, конечно же, Митя будет жить дальше. Так что еще раз огромное вам спасибо. Желаю, чтобы на вашем жизненном пути встречались только хорошие люди. Всех благ вам, друзья, и всего самого-самого наилучшего. Всем пока.